Всем привет! Как укоренить шелковицу летом? Это самый простой способ, но не самый результативный. Но он имеет место быть. Рассмотрим на примере вот этой ветки. Если брать макушку, то она еще, вот видите, какая рыхлая трава. А уже чуть ниже, вот уже появляется жесткость. Вот здесь такой становится более коричневый. Вот эта часть уже годится. Примерно недели 3 назад я укоренил вот такие ветки. Но в то время еще не было с коричневым налетом. Вот такую полуодревесневшую. Вот они там. Сейчас я их покажу. Так что давайте на этой ветке. Видите, трава. Вот здесь уже появляется жесткость. Уже коричневеет. Вот так что ее можем отсюда срезать. Итак, сразу же удаляем листья. Можно было бы оставить вот немножко листа, вот так, допустим. Но в летнее время наш черенок будет сильно терять влагу. И по моему мнению, это неправильно. Оставляем вот так. И ждем, как будет развиваться наша почка. Теперь, куда его высадить теперь? Какое место правильно? Вот смотрите. Вот из прошлого, тогда у меня был не древесневший черенок, а примерно вот такой. К тому, что здесь оболочка слабее, и такой черенок, вот не совсем одревесневший, он будет больше терять влагу. Так что условия вот у этих черенков, они были хуже, нежели будут вот у этих, у которых уже оболочка более-менее сформированная. Итак, вот этот черенок, он почти засыхает. Он был прямо под солнечными лучами. Вот это южная сторона, и он постоянно почти бывает под солнцем. Вот этот черенок, он был укрыт травой. Вот. И была также тень. И эта почка живая. Вот этот черенок, он был без травы, но в тени. Ну, как бы нижняя почка живая. Далее, вот этот черенок, он тоже был в тени, еще в траве. Трава вот свежая, как я ее скашиваю, вот прям вот так навалил на черенок. Трава подсыхает, прямо через нее и поливаю. Минус травы в том, что если будут дожди все время, то трава будет влажной, она начнет преть, и грибок может перейти на наш черенок. На какую глубину его сажать? Ну, думаю, примерно вот так. Беру такой штырь.
Ну или земля должна быть перекопана перед этим. И ставим одну-две, ну пусть даже будет 3 почки. Вот так. Этот жалко, его тоже давайте утопим. Поливаю я эту грядку, ну, раз в 2 дня. Так. Также понад забором сажаю инжир. Инжир этот был укоренен еще зимой. Об этом есть видео на канале. Почему понад забором? Потому что так менее вероятно, что их может попортить, допустим, собака или случайно сам наступлю. Всем здоровья, всем пока. И до встречи на грядках. Пошли домой. Дождь начинается.